Всем привет! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я подробно расскажу, как приготовить заварной крем с голубикой. Готовится он очень просто. Его можно использовать в прослойку торта, наполнять эклеры и даже трубочки. В сотейнике соединяем 2 яйца, 60 граммов сахара и 20 граммов кукурузного крахмала. Хорошо перемешиваем венчиком, чтобы разошлись все комочки и масса стала однородной. Затем вливаем 250 граммов молока и еще раз хорошо перемешиваем. Ставим сотейник на средний огонь и увариваем до загустения, при этом постоянно помешивая венчиком либо лопаткой. Как только крем начал густеть, уменьшаем огонь и ждем, когда он начнет закипать. И как только появились первые признаки кипения, продолжая помешивать, провариваем еще буквально 1 минуту и снимаем с огня. По желанию, после уваривания в крем можно добавить ванильный сахар или ванилин. Переливаем заварную основу в другую мисочку, накрываем ее пищевой пленкой и оставляем остыть до комнатной температуры. Дальше в сотейнике соединяем 200 граммов голубики, 60 граммов сахара и пробиваем блендером в однородное пюре. При желании пюре можно пропустить через сито, чтобы крем получился более однородным. В сотейник добавляем 20 граммов кукурузного крахмала и хорошо перемешиваем венчиком до однородности. Затем ставим сотейник на средний огонь и доводим до кипения, при этом постоянно помешивая, чтобы ягода не пригорела. После того, как пюре загустело, появились первые признаки кипения, уменьшаем огонь и провариваем 1 минуту, при этом постоянно помешиваем. И затем снимаем с огня. После уваривания ягодное пюре переливаем в другую мисочку. Также накрываем его пищевой пленкой и оставляем остыть до комнатной температуры. Еще для крема нам понадобится 200 граммов сливочного масла. Его необходимо заранее достать из холодильника, чтобы оно стало мягким. Только после того, как все ингредиенты стали одинаковой комнатной температуры, начинаем взбивать масло до светлого и пышного состояния. На это уйдет примерно 4-5 минут. Чтобы крем получился более нежным, сливочное масло можно заменить на сливки 33% жирности или густую сметану. После того, как масло заметно посветлело, начинаем постепенно добавлять заварную основу, примерно по 1-2 столовые ложки, и перемешиваем миксером до однородности. Долго взбивать не нужно. Как только вмешалась одна порция, можно добавлять следующую. Когда заварная основа полностью вмешалась, начинаем постепенно добавлять ягодное пюре и перемешиваем буквально 20-30 секунд после каждого добавления на маленькой скорости миксера. Напомню, что все ингредиенты обязательно должны быть одинаковой комнатной температуры, иначе крем может стать жидким. В конце хорошо перемешиваем лопаткой, собирая все со дна и стенок миски, чтобы крем получился однородным. В итоге получается вот такой стабильный, гладкий и очень вкусный заварной крем с голубикой. Вместо голубики также можно использовать другие ягоды или фрукты. Это универсальный и очень простой рецепт крема для торта, эклеров или трубочек. Обязательно попробуйте приготовить и буду рада, если напишите свое мнение об этом рецепте в комментариях. Также на моем канале каждую неделю выходит новое видео. Обязательно переходите и подписывайтесь. Я желаю вам приятного аппетита и удачной готовки!